Добрый вечер. У нас что-то произошло с трансляцией, почему-то она скинулась. Она сохранилась. Начало вы можете увидеть все. Мы разговаривали о заговоре на удачу, на деньги. Значит, это какого? Начало я вам... Да, мы для тех, кто был и отключился. Так, у нас были проблемы, сейчас мы восстанавливаем уже в новом эфире нашу трансляцию. Да, подождем пару минут, пока все подключатся обратно. Угу. У нас возникли неполадки. Да, просим прощения. Поэтому продолжаем в том же духе, но уже в новой трансляции. 3 из 7 вернулись сюда. Угу. Так, 3 вернулись. Угу. Так, плюс. Здравствуй, Те, кто Starbucks. подключились, напишите так же, как Starbucks. Поставьте плюсик, что вы с нами. Сейчас еще пару минут подождем, чтобы люди успели перебраться. Извиняюсь, что у нас произошло с эфиром что-то непонятное. Технические ошибки. проблемы. Да. Сейчас мы продолжим эфир. Так, те, кто вновь подключился, ставьте плюсики. И сейчас мы начнем. Точнее, продолжим. Так. Ладно, продолжаем тогда в таком же духе. Остальные, кто не подключился сейчас, тогда посмотрят это в записи. Я, честно говоря, уже сбился, с чего мы начинали, и на чем закончили. Первый раз у меня такое, что... Продолжай. Угу. Напомни, на чем мы остановились? Мы остановились на том, что заговор бывает разный. Выполняется как на одно событие, да, так и на дела, да. Бизнес в целом. Ты говорил про туристический бизнес, да. который у тебя есть знакомые, да. друзья, которые... Значит, грубо говоря, заговор на удачу и деньги действует, помогает тем, кто действительно что-то пытается делать, а не просто сидит на месте. Если вы что-то будете пытаться делать, пожалуйста, обращайтесь, и вам это реально поможет. Он поможет увеличить продажи и выкрутиться в той или иной ситуации. То есть будет удача в жизни. То есть, у меня вот несколько туристических компаний, известно, что туристическая сфера очень сильно пострадала. У них громадные выплаты, переносы. И, в принципе, те компании, те друзья, у которых были компании туристические в Москве, в Петербурге, достаточно крупные, они за счет этого заговора выкрутились и выжили достаточно. И сейчас они переключились на, грубо говоря, с помощью заговора переключились на туризм по России, там, где разрешили, опять же, вылетать в несколько стран. Но они выкрутились и выжили. Именно несмотря на то, что очень многие строительные компании, туристические компании и многие другие компании просто разорились.
Если вы будете реально что-то делать, не просто сидеть на месте, то заговор на удачу, он поможет вам в карьерной лестнице. Опять же, если вы что-то будете делать, если не будете просто сидеть на месте, в потолок плевать. Просто с неба вам деньги не упадут. Есть какие-то у людей вещи, да, там какой-то суд, какое-то одно действие, которое нужно. Это есть отдельный такой заговор на одно действие, да, чтобы была удача вот в одном единственном каком-то деле, решении дела, скажем так. Такое тоже достаточно часто заказывают у меня. Вот появился первый вопрос. Скажите, заговор на деньги поможет вернуть долг? У меня 2 должника уже полгода. И год не возвращают деньги. Поможет заговор их вернуть? Нет, заговор на деньги не поможет вернуть долги. Он поможет вам со всем, что вы начинаете, все, что вы делаете. Он поможет привлечь новых клиентов, поможет, если вы будете что-то делать, во всем будет удача. Но старые долги вам с помощью заговора на деньги никто не отдаст. Это, изначально. Алексей Шумов. Какая стоимость данной работы? Стоимость заговор на деньги 40 тысяч рублей. Заговор на одно действие 30 тысяч рублей. Получается, если решил заняться бизнесом, то только тогда можно сделать заговор. Starbucks, отвечаю, нет, не только бизнесом. Есть люди, которые по карьерной лестнице растут, то есть что-то делают для того, чтобы бизнес, карьерная лестница, тогда имеет смысл. Если вы тупо сидите и просто ничего не делаете, сидите на производстве и ни к чему не стремитесь, ничего не хотите, ничего не пытаетесь сделать, то в данном случае нет смысла делать. Если вы в любой работе стремитесь к повышению, пытаетесь этого достичь, пытаетесь что-то сделать, тогда имеет смысл. Просто тогда в этом есть смысл. Если вы ничего не делаете, ничего не будет. Если вы будете просто сидеть, на вас деньги не упадут. Это изначально неправильно. Многие вот у меня спрашивают часто, работает ли этот заговор с лотерейными билетами. Нет, с лотерейными билетами этот заговор не работает. Работает с бизнесом, работает с людьми, которые действительно чего-то добиваются, пытаются добиться. У многих людей, многие люди просто пытаются что-то сделать, у них ничего не получается, хотя они реально пытаются, стараются. Вот для этих людей найти работу хорошую, но они стараются, они сидят на месте. Вот для них это поможет. Я говорю, почти все клиенты, которые у меня, мои постоянные клиенты, которым я помогал, почти все выжили, почти всем я делал усиление или заговор, усиление старой работы, то есть прошло 5 лет и заново переделал работу. Кому-то я помогал, кому-то делал заговор на события, но почти все они выжили сейчас. Понятно, что сейчас после кризиса не очень хорошо, но по сравнению со всеми они пострадали меньше всего и лучше всего вышли из этой ситуации, и сейчас они работают хорошо. Многие производства просто встали, когда был карантин. Их просто заставляли закрываться и платить работникам. Вот. Многие производства у меня, те, кто знакомые, которые обращались ко мне, они все почти выжили. То есть, если ты что-то будешь делать в работе обыкновенной, к чему-то стремиться, а не просто сидеть на месте. Если ты начинающий бизнесмен, который хочет что-то делать, а не просто будет, я купил точку, и все, и сижу, ничего не делаю. Человек, который просто сидит и ничего не делает, вообще ничего не делает, и ни к чему не стремится, у него никогда ничего не получится. А это даст почти громадный комок удачи финансовой и удачи в всех делах, которые вы делаете, связанных с финансами и с работой. Вот и все. Вот что такое заговор на удачу. Не бывает таких заговоров на удачу, что вам сделали заговор, и вы завтра разбогатели. Такого по сути не бывает. Вот что я хотел сказать.
Ну, также здесь стоит отметить то, что заговор на удачу, на деньги, он также работает и на человека, который работает в сфере продаж. То есть он может быть не хозяином бизнеса, он может занимать должность менеджера по продажам или руководителя отдела продаж. То есть продажи, которые зависят конкретно от него, они увеличатся. То, что будет делать он конкретно, будет иметь больший финансовый результат, больший успех. Соответственно, здесь идет влияние конкретно на привлечение клиентов, привлечение успеха именно в решениях финансовых вопросов. Да, все правильно. И карьерная лестница – это второй вопрос. Здесь немножко по-другому надо подходить к работе, потому что одно дело – это бизнес, одно дело – это продажи, а другое дело – это когда ты переступаешь по должности на следующую ступень, либо ты переходишь из одного отдела в другой отдел. То есть тут нужно понимать специфику того места, на которое ты метишь. Есть ли конкурент на эту должность, ну, какой-то понятный конкурент, то есть противостояние там, допустим, в компании 2 или 3 там, человек, которые хотят занять эту должность, и у них там преференции какие-нибудь есть от их знакомых или от их друзей, или к ним лучше там руководство относится, чем к вам. Соответственно, здесь надо уже конкретно смотреть ситуацию, надо прислать фотографии в лучшем виде, показать, какой там, допустим, вы, какой человек, ну, принимающий решение, если есть такая возможность. Если нет такой возможности, то, конечно, вся информация про вас, и надо рассказать, в чем суть вот этой проблемы, чтобы можно было ее качественно решить. Да, просто вариации решения любых проблем разные. Бывают проблемы, которые почти нереально решить, да. Ну, как бы, я не бог, я прежде всего колдун. Большей части людям я могу помочь, но бывают люди просят каких-то нереальных вещей, которые я, в принципе, не могу сделать. Вот. Многие просят, ну, вот это какого. Мне там 10 лет или 20 лет назад должны были 20 миллионов или 30. Ну, как бы верните, да, ну, как бы уже прошло там лет 20. Ну, такими вещами я не занимаюсь. Этот заговор не поможет вам вернуть эти деньги. Есть заговоры, например, на одно событие. Например, выиграть какое-то дело в суде, еще где-то, чтобы, чтобы, например, вы выиграли какой-то контракт государственный, полугосударственный или просто контракт, тендер. На это я и делаю. То есть это заговор на одно событие. Заговор на удачу очень часто делают не только бизнесмены, а люди просто, которые пытаются вылезти, ну, работают, что-то пытаются делать, но у них ничего не получается. С помощью этой работы они разворачивают полностью свою удачу и вылезают. Те, кто действительно что-то пытается сделать. В какие сроки начинает действовать заговор? Делается заговор 5-10 дней, 5-7 где-то. Все зависит от, опять же, ситуации. Перед тем, как я берусь, вы объясните, что за ситуация, что вы ждете от меня. Вот. Я вам говорю, что я могу сделать и как. Примерно от 2 недель до 1,5 месяцев результат, после того, как я сделал работу. То есть быстрее, чем приворот. Вот. Примерно вместе с работой где-то 2,5-3 недели обычно. Ну, опять же, тут надо смотреть на ситуацию, какая именно ситуация. То есть, если это касается бизнеса, связанного с продажами, и есть какие-то явные тормоза в росте, то есть, ну, грубо говоря, вы хотите, чтобы доход увеличился в 2 раза, но, допустим, у вас самого товара
в наличии нет, а вы единственный его производитель. То есть здесь как бы от вас тоже это зависит. То есть если вы примете правильное решение и, допустим, воспользуетесь там дополнительным производственным объемом каким-то, то есть производственной мощности вы увеличите, да, в момент, собственно, производства вот этого заговора, то тогда, естественно, вы сможете и продать больше. Но когда вы производили там 10 единиц, стоимость вы не подняли, у вас покупали одну в месяц, да, а вы за месяц сделали 10 единиц. И вы, допустим, какое-нибудь там высокотехнологичное оборудование, к примеру, вот, и вы его там хотите реализовывать 9-10 в месяц. Это возможно, это может произойти и довольно быстро. А вот если вы хотите таких реализовывать 50, но вы реально 10 производите, и это ваша критическая мощность производства, то тогда, естественно, надо расширяться. То есть параллельно нужно советоваться, а что сделать, чтобы увеличить это, да? И разрабатывается какая-то стратегия. И она в каждом случае, она индивидуальна. То есть здесь нужно консультироваться именно в момент производства работы. Что именно вы хотите вот от этого, от этой работы получить в результате? И какие у вас планы, в принципе, на что вы готовы? Значит, скажу так. Если я берусь, ну, как бы я, естественно, заранее расспрашиваю, что, чего, как, почему, чем надо помочь, какая ситуация. Сам потом смотрю, разбираюсь, в чем суть. Я сразу предупреждаю, чем я могу помочь, чем я не могу помочь. И какой примерно будет результат. А вот у нас пришел от Дениса, обратный заговор есть на конкурента, чтобы понизить его продажи. Да, часто существует, что находится там 2-3 магазина рядом. У одного очень хорошие продажи, у остальных не очень. Значит, часто просят сделать так, чтобы у конкурентов рядом понизить продажи. Да. Заговор, естественно, помогает увеличить продажи, и чтобы к вам шли больше клиентов. То есть из 3 магазинов после заговора к вам идти будет в 2 раза больше, к вам будет больше ходить людей. Также и часто заказывают сделать там, если в одном месте много людей, много точек находится, есть какая-то конкурентная точка, которая имеет какие-то конкурентные преимущества, просят сделать так, чтобы, скажем так, эта точка съехала, чтобы у нее все прогорело. Такое бывает, просят. Также и часто в бизнесе просят, есть 2 конкурирующих бизнеса, например, они с друг другом конкурируют очень, и также и не только про бизнес, да, конкурируют и просят сделать так, чтобы есть такой заговор, чтобы, грубо говоря, конкурент развалился. Это другой совершенно заговор, он тоже делается. Опять же, часто просят, то есть там человек, который засиделся на своем месте, да, этот человек, как только, грубо говоря, ну, государственной должности или еще какой-нибудь, как только этот человек уйдет себе на пенсию, да, то сразу, грубо говоря, человек займет его место, да. Часто просят сделать так, чтобы человек ушел на пенсию, или ушел с этого места, или чтобы уволить с этого места. Такую работу я тоже делаю. Но опять же, я смотрю по ситуации, что, чего и как. Есть у кого еще какие вопросы? Пока новых вопросов нет. Мы тогда продолжим обсуждение заговора на удачу, на успех, ну и какие, собственно, еще есть особенности у этой работы. То есть работа, она имеет так же, как и приворот, огромное количество вариантов. Есть варианты, которые касаются именно успеха в зарабатывании денег, в финансах, в бизнесе, повышение по карьерной лестнице. Ну и также это касается, в принципе, успешности человека. То есть различные ситуации в жизни у человека могут произойти, от которых данная работа может его обезопасить. Потому что это работа, заговор на удачу в том числе. И удачливость в случае, когда
кирпич падает, скажем так, на козырек парадный или подъезда, там, с которого вы выходите, да, чтобы он не упал вам следом на голову, это тоже удача. Своя доля удачи в этом тоже есть. Поэтому работа, которая связана чисто с удачливостью человека, то есть что он не попадет, допустим, в какую-то передрягу и не потеряет деньги, а что он сохранит свое там положение в обществе, да, и просто не потерять. Потому что у многих как бы есть цель заработать деньги, а у тех, кто эти деньги уже имеет, у них главная цель их сохранить. И приумножить. И не потерять. Да. Вот. Потому что забраться на высокую колокольню – это одно, а другое дело там еще усидеть. Вот. Соответственно, данная работа имеет различные варианты исполнения. И для каждого отдельного случая, так как работа каждая выполняется индивидуально, и нету типового решения в данной работе, которую мы сейчас обсуждаем, то здесь нужно исходить из ваших потребностей и, соответственно, нужно исходить из тех желаний, которые действительно у вас есть. Вот. Ну, а вы, конечно, продолжайте задавать вопросы. Я правильно не ответил. Обратный заговор есть на конкурент, чтобы понизить его продажи. Да, такой заговор есть, чтобы понизить продажи и чтобы убрать конкурента, чтобы он не мешался. Есть такие заговоры. А другие, конечно же, есть такие заговоры, ими достаточно часто пользуются. Есть заговор, чтобы выиграть то или иное дело. Есть заговор, чтобы... Вот человек пытается найти работу, вроде как бы все у него... Ну, вроде и все в порядке, как бы до этого нормально работал, а тут никак не найти работу. Но если он пытается найти, да, он делает заговор на удачу, обычно он находит нормальное, хорошее место и выгодно устраивается на работу. Значит, это какого? Много что я делаю, ну, связано с удачей, да. Многие есть люди, которые просто сами по себе, ну, как бы очень трудолюбивые, много что делают, но у них просто, что они не делают, ничего не получается. В таком случае тоже обращаются ко мне и делают заговор на удачу. Обычно жизнь у них разворачивается в финансовом плане в другую сторону. Очень часто... То есть, ну, сейчас, ну, как бы борьба за конкурентов, за рынки сбыта, потому что людей, которые могут заплатить за тот или иной товар, все меньше и меньше. Этот заговор дает привилегию, ну, твоей компании, твоей работе раза в два, в три над другими компаниями или над другой такой же компанией, которая делает примерно те же самые работы. Многие... Ну, почти все мои компании, которые у меня со мной друзья, которые хозяева компании, почти все они выжили сейчас и потихоньку набирают обороты. Единственное, единственное сейчас, ну, это не секрет, выросла отрасль, это программирование. Ну, вот те компании, друзья, у которых компании связаны с программированием, с веб-дизайном, с разного вида онлайн-деятельностью, эти виды деятельности сейчас выросли. И у них, ну, после моих заговоров, ну, X2, X3 после того, как начался карантин. Но здесь, ну, ряд событий. То есть из-за карантина, помимо того, что я сделал заговор на удачу, там, 3 компаниям крупным достаточно, еще начался карантин. Так бы они X2 выросли, а так они выросли в X3, в X4. Ну, появился вопрос. Были случаи в вашей практике, что после проделанной работы результата не было? И были значит, претензии от заказчика? По какой работе? Конечно, за 20 лет были в моей практике проделаны, что результата не было, я переделал работу и доделал до результата. И претензии, ну, естественно, я 20 лет работаю, я честно говорю, естественно, и за 20 лет у меня были какие-то претензии. Невозможно всем угодить, это факт. Ну и кто скажет другое, ну, как бы он обманет. Финансово успешных людей, которые мы видим по ТВ, пришли по всему. Так, финансово успешных людей, которые вы видели по ТВ, пришли
ко всему сами и с помощью магии. Процентов 50, процентов 50, процентов 50 успешных людей пользуются магией, пришли с помощью магии в том числе. С помощью своих 50% с помощью своих талантов, своих умений. Да, Алексей Шума. Алекс Шума. Есть еще вопрос? Мы потихоньку восстанавливаемся. Да, значит, еще вот отвечу, да, человек, который реально работает, реально принимает людей и работает с людьми, у него не может быть, что, если он скажет, что у него не было неудач или претензий от заказчиков, то есть, это не... Тогда бы я был не человеком, а Богом, это невозможно. Те люди, которые так говорят, это обманывают людей. В основном я пытаюсь всегда довести работу до результата. То есть вы один раз платите, скажем так, один раз вы оплачиваете, ты договорил? один раз вы платите, я работаю до результата. Уже с вас не беру деньги за работу. Если нет работы... Заговор поможет ее найти. На этот вопрос подключился. Да, он поможет найти работу, если вы будете что-то делать, если вы будете пытаться найти эту работу. Если вы не будете пытаться работу найти, то он вам, Ксения, не поможет. Если вы будете сидеть дома и ничего не делать, то вам лучше не тратить деньги, если вы потеряли работу. Есть еще какой-то вопрос? Ответила. Все, ответили. Так, все вопросы, которые были, пока ответила. Но также стоит заметить, что сейчас, в принципе, ситуация интересная. То есть, так как данный коронавирус, он сильно подбил бизнес, в принципе, и развитие многих компаний, он помог именно тем сферам, которые так или иначе работают на удаленку. То есть это удаленный сервис, предоставление каких-либо услуг. И, соответственно, эти компании, они сейчас активно набирают людей. Да? Люди считают, что, с одной стороны, есть избыток людей, которых уволили с работы, они потеряли там свою работу и сейчас ищут, куда устроиться, и не могут найти, в своей сфере. Но они также могут переквалифицироваться и пойти куда-то в IT-сферу. Это как просто совет на отвлеченную тему, потому что IT будет расти всегда, развитие этих сервисов на самом деле будет происходить. Это, не мое дело, чем человек занимается. Мое дело понять, могу я помочь ему или нет, поможет это заговор или нет. И мое дело это помочь человеку, да. Чем бы он ни занимался, да, заговор поможет, если человек что-то делает, если он не стоит на месте. Если он стоит на месте и просто будет стоять ждать после того, как заговор получится или не получится, то, наверное, нет смысла ничего делать. Стоящую вода не течет, ничего вы не получите от того, что вы просто заплатите мне денег и будете сидеть и ждать, пока на вас упадут деньги. Скажем так. Да, и также стоит заметить, что данная работа, она все равно стоит достаточную сумму денег, и надо хорошо подумать перед тем, как, в принципе, обращаться. Потому что многие считают, что, в принципе, если вы посмотрите предыдущие эфиры, посмотрите видео с канала, то вы увидите, что каждая работа выполняется определенное количество времени. Это даже только тот кусок, который показывается на записи. А кроме этого, он выполняется еще в течение 5-10 дней. Иногда это месяцы занимает, в зависимости от сложности работы и ситуации. Соответственно, все это время тратится на одну конкретную работу. И когда человек говорит то, что
Ну, бывают такие случаи довольно часто, когда человек обращается и говорит, а вот там другие бесплатно делают. Ну, бесплатную работу не оказывает никто из тех людей, которые могут реально помочь. Потому что уходит и материал, уходит огромное количество времени, затрата сил, энергии. Естественно, нужно даже до того же кладбища, если вы на нем производите какие-то манипуляции, какую-то работу выполняете, то туда тоже надо доехать. Ну, естественно, это те же самые расходы, транспортные как минимум. Поэтому, когда человек удивляется, что как так, почему бесплатно не выполняется, ну, на что будет человек тогда, обладающий этими способностями, жить, если он будет делать все это бесплатно? Вот. Есть у кого какие вопросы интересные по поводу... Есть какой-то вопрос по поводу того, вот у нас пришел. После заговора какие дальнейшие действия от заказчика? Значит, заказчик мне... Ну, для начала мы общаемся просто с заказчиком. Я понимаю, что ему делать, как ему делать. Он присылает фотографию. Я делаю заговор, отправляю ему вот такую штуку. Вот. Я попытаюсь. Вот. Я отправляю такую штуку. Их две. Это одна часть. Он ее должен только носить с собой, эту штуку. Все. Больше ничего. Дальше он просто должен что-то делать, пытаться что-то делать. И все, что он будет делать, у него будет удаваться. Вот и все. Опять же, не считая казино и лотереи. Вот. Какие у вас еще вопросы, Алексей Шума? Ну, также почему их два, вот Да. этих амулета? Потому что Starbucks у вас есть вопросы? один Starbucks, резервный, один Мгм. резервный, он хранится дома, Да. допустим. Второй, Он с собой. он носится с собой. Даже Да. если они оба находятся дома, они действуют. Мгм. Но когда человек идет на важные события, то есть какие-то Принятие важные какого-то решения, да. переговоры, на там, Вот встречу с Алексей руководством. Алексей Шумов спрашивает, на протяжении 5 лет надо носить амулет. Да, на протяжении 5 лет надо носить амулет с собой. Вот. В случае утраты 2 амулетов, амулет переделается заново. Вот. Да, их нужно носить с собой. Ну и все, кто... Все носят с собой. Не вижу в этом проблемы. Значит, это какого... Еще раз повторяю, то есть если вы реально что-то пытаетесь сделать, если у вас просто начались проблемы из-за кризиса, или просто из-за сбыта, или еще из-за чего-то, если вы реально что-то пытаетесь сделать, то эта работа вам поможет. Если вы пытаетесь повышение получить, и вы что-то ради этого делаете, это вам поможет. Есть отдельные заговоры, да, чтобы чисто на повышение, просто вот есть заговор на повышение в той или иной сфере. То есть вот человек попросил повышения, да, я смотрю, насколько это реально, что надо сделать для этого, там, например, на этом месте тот человек, да, нужно как-то этого человека убрать и сделать заговор, чтобы этого человека отметили, и он вылез на это место. Такие заговоры я тоже делаю. Вот. Опять же, все индивидуально. С каждым человеком я индивидуально работаю, индивидуально общаюсь. Я поговорю, пойму, посмотрю и приму решение, могу я помочь, что я могу сделать, и объясню, что я могу сделать и как. Если я берусь, я работаю до результата. То есть я взялся один раз, и дальше вы уже не платите, я довожу работу до результата. Вот. Если есть еще какой-то интерес у кого-то, я вас слушаю. То есть, ну, еще раз повторяю, да, лотереи, казино, это все не ко мне, да. Я этим не занимаюсь. Мне часто приходят почти через день мне предложение поделиться со мной выигрышем в АТО или сходить в какое-то казино, что давай сделай мне, мы тебе денег поделим пополам. Нет, в казино вам этот заговор не поможет, и
В лото выиграть тоже вам не поможет. Такие заговоры я не делаю. Ну, наверное, кто-то другой, может, делает, хотя я такого не слышал. Вот. Но мне приятно было с вами пообщаться. Я, в принципе, все рассказал, что хотел сегодня. Значит, скоро будет видео обещанное, которое я обещал. Значит, сейчас оно подготавливается, когда оно будет примерно Ну, с кладбища. с кладбища будет завтра. Завтра Завтра, будет. либо сегодня Да, ночью смотрите выйдет видео с кладбища со мои. вчерашней поездки. Да. Всего хорошего, до свидания. Да, до свидания. Обращайтесь, смотрите наши прямые эфиры, будем с вами также общаться. Да, Starbucks, до свидания. До Алексей свидания. Шума, до свидания. Денис, до свидания. Всем до свидания. И вот тут еще кто-то был. И Ксения Голунова, тоже до свидания. Всем до свидания. Всем пока.